Добрый день. Сегодня я расскажу о рассмотрении арбитражных дел в упрощенном порядке. Для начала отмечу, что у меня на сайте есть статья на эту тему. Статья написана в 2012 году, когда происходили наиболее существенные изменения упрощенного порядка. В большей части эта статья актуальна на текущий момент. Значит, ссылка на нее с изменениями и дополнениями текущего момента будет в описании. И попрошу отметить, что российское законодательство, оно меняется, поэтому если вы будете смотреть это видео не в 2022 году, а позднее, то в рассказе я буду ссылаться не только на арбитражный процессуальный кодекс, но и на конкретные номера статей в нем, то есть имеет смысл либо спросить, были ли какие-то изменения, либо обратиться к нормативному акту и там прочитать о состоянии дела. Значит, в рассказе я расскажу, что такое упрощенный порядок рассмотрения дела, какие дела рассматриваются в упрощенном порядке, как происходит арбитражный процесс упрощенного, как происходит процесс упрощенного арбитражного судопроизводства, как за ним следить, ну и в заключение сделаю несколько выводов. Начнем. Что такое упрощенный порядок рассмотрения дела? Упрощенному порядку рассмотрения дела посвящена глава 29 арбитражного кодекса, а что это такое, конкретно написано в 226 статье арбитражного процессуального кодекса. Это, в принципе, обычный арбитражный процесс со следующими особенностями. То есть, первое. Дела в упрощенном порядке рассматриваются единолично судьей. Второе. В упрощенном порядке рассмотрение дела не может превышать 2 месяцев. То есть, это, наверное, первый плюс. С момента обращения в суд проходит 2 месяца, и вы получаете решение. Этот 2-месячный срок продлен быть не может, за исключением того случая, когда есть одна из сторон иностранная организация. В этом случае, на самом деле, просто уведомление страны может занимать больше, чем 2 месяца. Дальше. Судебные заседания при рассмотрении дела в упрощенном порядке не проводятся. Об этом сказано в 228 статье арбитражного процессуального кодекса. А вынесенное решение подлежит немедленному исполнению. Статья 229. Вот, наверное, это второй плюс, то есть вынесенное решение можно сразу же исполнять. То есть не нужно ждать вступления в силу. Как только вы увидели на сайте решение, можно сразу же заказывать, получать исполнительный лист и заниматься его исполнением. Это не препятствует обжалованию решения, то есть если вы являетесь ответчиком в дело и начали уже взыскивать, вы смело можете подавать апелляционную жалобу, и если ее удовлетворят, то потом возвращать взысканное. Но так или иначе, для истца или заинтересованной стороны второй плюс, то есть первое это срок, второе это возможность исполнять решение сразу. Значит, какие дела суд рассматривает в упрощенном порядке? Об этом сказано в 227 статье арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. Дальше я ее, в принципе, зачитаю и приведу свои комментарии. Значит, в порядке упрощенного производства подлежат рассмотрению дела. Первое. По исковым заявлениям взыскания денежных средств, если цена иска не превышает для юридических лиц 800 тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей 400 тысяч рублей. То есть это те пределы, ниже которых любое дело о взыскании, например, по договору поставки, подряда, будет рассмотрено в упрощенном порядке. Значит, второе. Об оспаривании ненормативных правовых актов, лишении органов, осуществляющих публичные полномочия должностных лиц, если в соответствующем ненормативном правом акте лишение содержится требование в уплате денежных средств или предусмотрено взыскание денежных средств, либо обращение взыскания на иное имущество заявителя при условии, что указанные акты лишения оспариваются заявителем в части требования об уплате денежных средств или взыскание денежных средств, либо обращение взыскания на иное имущество заявителя, при этом оспариваемая заявителем сумма не превышает 100 тысяч рублей. Третье. О привлечении к административной ответственности, если за совершение административного правонарушения законом установлено административное наказание в виде предупреждения или административного штрафа, максимальный размер которого не превышает 100 тысяч рублей. Четвертое. Об оспаривании лишения административных органов о привлечении к административной ответственности, если за совершение административного правонарушения назначено административное наказание в виде предупреждения или административного штрафа, размер которого не превышает 100 тысяч рублей. То есть, вот эти 3 условия связаны отношением с органами власти. Последние 2 в части привлечения к ответственности и оспаривания. Причем Кодексом об административных правонарушениях предусмотрено, что вынесение наказания производится судом, и в соответствующей статье максимальное наказание составляет 100 тысяч рублей, то арбитражный суд, рассматривая требования к юридическим лицам, будет в упрощенном порядке рассматривать такие дела только по соответствующим статьям. Наверное, номер статей
не имеет смысла приводить, это может измениться. А вот в случае оспаривания, если вам назначили штраф до 100 тысяч рублей, то есть даже если максимальная величина выше, то такое дело будет рассмотрено в упрощенном порядке. Ну и здесь еще приведены ненормативные акты, то есть в том случае, если государственные органы управляют, считают, что вас нужно лишить определенных денежных средств. Вот если сумма меньше 100 тысяч, тоже упрощенный порядок будет при оспаривании уже, наверное, этого дела. Значит, следующее, пятое условие о взыскании обязательных платежей и санкций, если указанный в заявлении общий размер, подлежащий взысканию денежной суммы, не превышает 200 тысяч рублей, за исключением дел, рассматриваемых в порядке приказного производства. Значит, это тоже, в общем-то, отношения административно-правовые. Впервые встречается в данном рассказе приказное производство, и, наверное, детально я о нем рассказывать не буду. Если нужно, в отдельном каком-то видео расскажу. Вкратце, приказное производство – это еще один особенный вид судебного процесса без судебных заседаний. Ну, собственно, вот в этом случае пока оставим как есть. Вот. Следующая часть статьи описывает, какие дела рассматриваются вне зависимости от цены иска. То есть в порядке упрощенного производства, независимо от цены иска, подлежат рассмотрению дела. Первое. По искам, основанным на представленном истцом документах, устанавливающих денежные обязательства ответчика, которые ответчиком признаются, но не исполняются. Или на документах, подтверждающих задолженность по договору, за исключением дел, рассматриваемых в порядке приказного производства. Значит, тут следующее стоит отметить. То есть, если у вас есть должник, который, в принципе, говорит, да, надо бы оплатить, но денег нет сейчас или еще что-нибудь такое, то имеет смысл готовить документы, которые подтверждают тот факт, что должник долг признает. Это могут быть гарантийные письма, что да, гарантируем, что такая задолженность есть, обязуемся оплатить. Это может быть акт сверки расчетов, подписанный сторонами, где видно, что да, стороны письменно признали задолженность. Вот. В этом случае, даже если цена иска больше, для юридических лиц 800 тысяч рублей, для предпринимателей 400, дело может быть рассмотрено в упрощенном порядке. И определенные плюсы именно сроков рассмотрения, вынесения решений можно с этого получить. Следующее условие, значит, второе. По требованиям, основанным на совершенном нотариусе протесте векселя о неплатеже, не акцепте, не датировании акцепта, за исключением дел, рассматриваемых в порядке приказного производства. На самом деле дел по векселям не очень много, и поэтому это условие не будем комментировать. Третье. Значит, по ходатайству истца при согласии ответчика или по инициативе суда при согласии сторон в порядке упрощенного производства могут быть рассмотрены также иные дела, если не имеется обстоятельств, указанных в части 5 настоящей статьи. Значит, часть 5 попозже рассмотрим. В данном случае следующее. Важно явное согласие ответчика. При этом, как правило, ответчику-то совершенно неинтересно быстро рассмотреть дело. Вот. И ему может быть интересно посмотреть на то, как вы себя будете вести в процессе, возражения высказать, еще как-то поманеврировать. Поэтому получить согласие ответчика на рассмотрение дела в упрощенном порядке в принципе можно, но в данном случае действительно должен быть спор между вами, который обе стороны, например, да, вот мы придем в суд нам расскажет, у нас спор решит, и мы будем довольны. Это, в общем, редкая ситуация. Значит, можно делать следующее. Можно в заключаемый между вами договор отдельно включить условия о том, что стороны согласны на рассмотрение любых споров по этому договору в упрощенном порядке, вне зависимости от цены иска. Поможет ли такое условие или нет, тут вам решать. В общем-то, решать нужно, исходя из той практики, которая у вас есть. Если есть достаточно много исков с существенной суммой, например, не знаю, у вас одна поставка только несколько миллионов рублей в виде контейнера, там еще что-то, и которые практически однозначно решаются, да, такое условие добавлять можно. Если споры, как правило, не очень большие, то есть они и так попадут в упрощенный порядок по размеру, то, на мой взгляд, смысла не имеет. Лучше в несколько заседаний сходить, ничего страшного с этого не будет. Значит, не подлежат рассмотрению в порядке упрощенного производства дела об оспаривании решений или действия, бездействия должностного лица службы судебных приставов, дела, относящиеся к подсудности суда по интеллектуальным правам в качестве суда первой инстанции, дела о несостоятельности, в скобочках банкротстве, дела по корпоративным спорам, дела о защите прав законных интересов группы лиц и дела, связанные с обращением взыскания на средства бюджета в бюджетной системе Российской Федерации. Вот такое есть неравенство. То есть из бюджета в упрощенном порядке вы не взыщете. Из упрощенного порядка суд может перейти в общий порядок. Об этом суд выносит определение о переходе в порядок общего судопроизводства. Если произойдут следующие события.
Значит, если удовлетворено в порядке упрощенного производства удовлетворено ходатайство третьего лица, заявляющего самостоятельные требования относительно предмета спора о вступлении в дело. Если принят встречный иск, который не может быть рассмотрен по правилам упрощенного судопроизводства, или если суд, в том числе по ходатайству стороны, пришел к выводу о том, что первое, порядок упрощенного производства может привести к разглашению государственной тайны. Второе, необходимо выяснить дополнительные обстоятельства или исследовать дополнительные доказательства, а также произвести осмотр или исследование доказательств по месту их нахождения, назначить экспертизу или послушать свидетелей. Третье. Заявленные требования связаны с иными требованиями, в том числе к другим лицам, и судебным актом, принятым по делу, могут быть нарушены права и законные интересы других лиц. В данном случае, на самом деле, в коммерческих спорах соглашение гостайны это маловероятно. А вот предъявление встречного иска это вполне нормальное решение. Вот прежде всего отмечу, что сейчас же в соответствии с статьей 4 Арбитражного процессуального кодекса до обращения в суд нужно предъявлять претензию или требования. Так вот, если вы предъявляете встречный иск, такую претензию заявлять не нужно. Вот так вот. Значит, дополнительно отмечу из практики, что часто встречаются случаи, суд же должен уведомить стороны о том, что происходит судебный процесс. Если по любым причинам, как правило, связанным с Почтой России, чаще всего, такое уведомление не дошло, то суд выносит определение о переходе в общий порядок, и в котором указывает, что нужно выяснить дополнительные обстоятельства. В частности, ответчик-то как он, получил что-нибудь или нет. Такое не очень часто, но бывает. Вот. Соответственно, что происходит, если суд приходит в общий порядок? Значит, суд выносит определение, он указывает действия, которые нужно совершить лицам, назначает судебное заседание и, соответственно, те действия, которые стороны должны сделать. Вот. Если заявлены два требования, которые вытекают, первое, из гражданских правоотношений и носит имущественный характер, а второе требование носит неимущественный характер, и суд не выделит это требование в отдельное судопроизводство, то оба требования могут быть рассмотрены в порядке упрощенного судопроизводства. То есть, заявляя несколько требований, одно имущественное, второе нет, есть у вас шанс получить упрощенный порядок. Следующая часть. Как происходит рассмотрение дела в упрощенном порядке? Значит, суд, получая документы, определяет, что дело должно быть рассмотрено в упрощенном порядке, то есть отдельно об этом не нужно ходатайствовать, за исключением того, что я выше говорил, когда обе стороны просят рассмотреть, и выносит определение. Поскольку упрощенных дел много, скорее всего, текст будет шаблонным. То есть, его получив, не нужно думать, что суд специально для вас именно такой текст написал, но, тем не менее, внимательно нужно читать. Значит, в тексте суд предложит сторонам выполнить какие-то действия, укажет сроки для выполнения этих действий и также приведет шестизначный, на текущий момент шестизначный цифровой код для отслеживания этого дела в каталоге арбитражных дел. К этому чуть попозже вернемся. Что встречается чаще всего? Естественно, ответчику суд просит представить отзыв на исковое заявление. Истца суд может попросить представить документы на бумажном носителе. Вот такое наиболее часто встречается в арбитражном суде Москвы. То есть вы подали, если иск в электронном виде, то он просит, например, ставить на бумажном носителе. Из интересного иногда бывает, что даже при подаче иска почты все равно просит на бумажном носителе представить. Видимо, исходя из шаблонности. Вот. И также, например, провести сверху расчетов или, может быть, пояснить расчет пени или еще что-нибудь такого. Значит, срок для выполнения всех этих действий не может быть меньше, чем 15 дней с момента внесения определения. И, соответственно, в течение этих 15 дней, даже если об этом суд не сказал, в суд можно представить дополнительные доказательства. А в течение первого месяца с момента рассмотрения дела можно представлять свои возражения, пояснения, позиции по делу, в общем-то, любые документы. Что делать, если вы такой срок пропустили? В общем-то, ничего страшного, можно документы просто подавать. В этом случае стоит пояснить причины пропуска срока. По истечению сроков суд в соответствии с частью 4 статьи 228 Арбитражного процессуального кодекса вновь поступившие документы вправе не рассматривать. Вот. Но если вы указали уважительность причины, по которой вы пропустили, суд это правило может не применять. Значит, после того, как все сроки истекли, фактически по истечении первого месяца и до окончания второго, суд рассматривает дело. При этом протокол судебного заседания не составляется. И решение изготовляется в виде резолютивной части. То есть, рассмотрев дело, суд решил. И дальше пишет, что суд решил. Вот. Мотивированный текст не составляется вообще.
для того, чтобы изготовить мотивированный текст, любая из сторон может подать соответствующее заявление, что прошу изготовить мотивированный текст. Или, если любая из сторон подает апелляционную жалобу, то перед направлением жалобы в суд апелляционной инстанции, суд первой инстанции тоже готовит текст в полном объеме. Вот. Вступает в силу такое решение в течение 15 дней с момента принятия, то есть срок сокращенный. Вот. За это время все равно, поскольку оно подлежит немедленному исполнению, можно его исполнять, а обжаловывающая сторона может подавать жалобу в меньший срок. Вот. Как отслеживать движение такого дела? Сначала давайте некую теоретическую часть расскажу, а потом покажу на примере. Значит, у каждого дела есть номер. Номер состоит, как правило, из 3 частей. То есть первая часть — это номер суда. Это буква А от слова арбитражные суды и дальше номер. Например, для арбитражного суда города Москвы номер будет всегда А40, а для Санкт-Петербурга А56. Вот. После этого стоит дефис, и дальше порядковый номер в течение года, потом дробь, значок или слэш, как его сейчас называют, и год. В отличие от гражданских судов, если дело рассматривается несколько лет, то есть, например, подано в декабре 2021 года, а завершилось рассмотрение в начале 2022, новый номер дела не присваивается. То есть номер дела есть, он всегда останется таким же. Все арбитражные дела отражаются в каталоге арбитражных дел. У каталога арбитражных дел есть сайт. Сайт называется cad.arbiter.ru. Вот вы его сейчас видите на экране. В открытом доступе есть сведения о номере дела, о названии сторон, в принципе, и о том, что происходит. То есть там публикуются определения принятия к производству, решения по делу, или, может, другие какие-то процессуальные именно документы, вынесенные судом. А в ограниченном доступе есть вообще все материалы дела. Ограниченный доступ значит, что эти материалы могут видеть только участники процесса, которым суд направил именно определенный код. То есть для регистрации на сайте нужно иметь либо подтвержденную запись на госуслугах, либо учетную запись самого каталога арбитражных дел. Вот. Причем в данном случае правила меняются достаточно часто, лучше иметь обе записи, потому что в определенные периоды времени принимается решение, что только по записи на госуслугах пускаем, потом оно перестает работать, и входить можно в оборот только по записи самого суда. Вот, поэтому, если вы планируете это отслеживать, обзаведите себе как регистрация на сайте CAD-Arbiter, так и записи на госуслугах. Посмотрим на каталог арбитражных дел. Вот тут в поле поиска можно ввести либо ИНН организации, причем он не публикуется, то есть вы его должны знать, либо номер дела. Вот. Из плюсов вы можете посмотреть так все дела, которые происходят по вашей организации или по вашему контрагенту. Вот. Дальше для того, чтобы попасть в режим ограниченного доступа, нужно зарегистрироваться и вот в это вот поле ввести свой секретный код. После этого появится раздел «Электронное дело», где можно скачивать все документы, которые в деле есть. Для того, чтобы документы в дело подать, их можно в обычном порядке подать на бумажном носителе, то есть либо лично принести в канцелярию суда, либо направить почтой. Вот. Также можно подавать в электронном виде через сервис «Мой арбитр». Как это делается, это в данном видео не буду рассказывать, но важно помнить, что такая возможность есть. В завершение этого видео хотел привести некоторую рекламу. Моя организация занимается помощью юридическим лицам при рассмотрении дел, в том числе. Вот, рассмотрение дела в упрощенном порядке — это наиболее часто встречающая процедура и, на самом деле, наиболее простая. И из существенных плюсов в плане представления интересов не нужно ходить в суд, поэтому вести дела можно совершенно в любом суде Российской Федерации. Пожалуйста, обращайтесь. Собственно, процедура выглядит следующим образом. Вы обращаетесь, мы составляем исковое заявление, если нужно претензию досудебную, направляем это все как стороне, так и в суд, считаем государственную пошлину, определяем необходимые документы, собственно, получаем от вас доверенность и оплату за наши услуги, обращаемся в суд от вашего имени, следим за процессом движения дела. Об этом у меня есть рассылка, которая приходит только вам, и видно, что происходит. И получаем решение, исполнительный лист в том случае, если вы были истцом и заинтересованы в победе этого дела. Вот. С учетом упрощенного порядка стоимость ведения дела достаточно низкая. Ссылка на страницу с рекламой ведения дела в упрощенном порядке также будет в комментарии. Пожалуйста, обращайтесь, буду рад вас видеть. И также жду вопросы, комментарии. Если видео вам понравилось, ставьте лайк. Так вот, спасибо за внимание.